Городскому жителю хочется иногда побыть туристом, выехать на природу, увидеть что-либо необычное и захватывающее. Ведь в суете рабочих будней мы упускаем саму жизнь вокруг. Проходит время, и оказывается, там не были, этого не видели, а про что-то вообще первый раз слышим. Вот и я нашла такой уникальный природный памятник, про который сама не знала ничего. Увидела фотографию в интернете, написано было, что это находится в Гродно. Да не может быть, подумала я. Так и родилась идея этого видео. Итак, представьте себе, что у нас в городе можно посмотреть геологические межледниковые отложения, образовавшиеся около 500 тысяч лет назад. 500 000 лет, представляете? И это даже можно потрогать руками. Ну, поехали! Собравшись в такой поход, задумалась все как в бриллиантовой руке. Сначала выпить чашечку кофе, а потом рассказать вам, что все было именно так. Я, красивая, уезжаю на съемки в закат. Но кого я обманываю? Мой поход выглядел вот так. В общем, все было немного иначе. Да. Итак, место, куда я еду, называется Колодежный ров. Это геологический памятник природы к югу от города Гродно. Можно загуглить в интернете, и вы легко найдете координаты. Можно почти вплотную подъехать на машине и спуститься в этот пролом. Он выглядит вот так. То есть это ровное поле, и там пролом овраг глубиной почти 30 метров. И все вот эти верхушки еле видны, если ты стоишь на поле. Но мне хотелось все-таки именно похода и какого-то живописного маршрута. Поэтому я поехала на машине в сторону Восточного моста и, оставив автомобиль, пошла пешком. Мне надо перейти на другую сторону дороги. Естественно, на скоростной трассе, а тут ограничение скорости 80 км, ну плюс еще 10 можно накинуть, и получается скорость автомобильного потока 90 км в час. Такую магистраль ни в коем случае нельзя ходить и перебегать. Даже если кажется, что машин поблизости нет, поверьте, 90 километров – это очень быстро. Вы до середины полосы дойти не успеете, поэтому только в обход. Тут был подземный переход, а можно было пойти под мостом. Но под мостом мне было бы интереснее, тем более я никогда здесь не была. Тут можно идти вдоль берега и великолепные виды на Неман. Куда идти? По тропинке, куда и все. Тропы здесь довольно расхоженные, значит, я иду в правильном направлении. Тут довольно много ручьев, поэтому резиновые сапоги, конечно, вам пригодятся. И куда идти? Ориентир – дойти до старого кладбища вдоль берега. Поверьте, вы не пройдете. Кладбище вы увидите. И перед кладбищем уже можно повернуть вглубь и идти вдоль ручья. По склонам будет идти очень проблематично, а вдоль ручья в резиновых сапогах вполне себе нормально. Вдоль ручья, когда вы идете, с обеих сторон вас будут окружать высокие берега до 30 метров. Это размером с 10-этажный дом. Жалко, что камера не передает этот вид, потому что выглядит очень впечатляюще. А сам колодежный ров представляет собой геологическое обнажение межледниковых отложений, которые образовались 500 000 лет назад. Длина колодежного рва 1,5 километра. А глубина в устье около 30 метров, как я уже говорила. Сам ров был открыт и признан геологическим памятником природы с 1963 года. Тут свой микроклимат. И если на поверхности, скажем, довольно жарко, сегодня больше 25 градусов, то тут прохладно, влажно, но дышать очень легко. Здесь есть определено геологами и учеными около 200 видов растений, 96 видов водорослей и 26 видов острокод. Острокоды – это мелкие ракообразные. Мы идем к началу колодежного рва, там, где установлена табличка, что это геологический памятник природы и охраняется государством. И недалеко от колодежного рва есть бывшие ЖД-пути и насыпи, и под ними есть тоннель. Тоже очень интересно. Ну и пока мы с вами идем по этому тоннелю, иногда даже мне хотелось спеть песенку. Мы в город Изумрудный, идем дорогой трудной, или нормальные герои всегда идут в обход. Ну, в общем, вы меня поняли, легких путей я не ищу. Ну и моей целью, конечно, не было показать конкретный путеводитель, как дойти. Я хотела показать вам сам объект. И вот здесь уже начинаются вот эти самые конгломераты. Именно на поверхности можно увидеть скальные породы остатка ледника, которым 500 000 лет. Эти глыбы, они называются конгломераты, которые образовались при цементации карбонатным раствором гравийно-галечно-валунных отложений Днепровского времени.
Глыбы конгломерата, они разные по размеру, от метра до 6 метров. Есть довольно высокие, я вам дальше покажу. Они залегают на разных уровнях и местами образуют такой многоэтажный каскад. Именно сюда, в колодежный ров, в конце 19-го, начале 20 века все ведущие геологи России, Белоруссии, Польши стремились, потому что именно здесь были самые хорошие, хорошо сохранившиеся палеоботанические отложения межледниковых периодов последних 2-3 ледников. И вот здесь уже видно вот эти вот самые скальные породы, огромные, высотой около 6 метров, очень впечатляющие. Жалко, что камера это все, конечно, не передает. И именно здесь ученые Российской академии наук обнаружили так называемые ледниты, или иными словами, торфяная толща, в которой были обнаружены палеоботанические остатки межледниковых эпох. Во как, вычитала. Под действием ледника вот эти камешки и валуны, это все, что ледник нес с собой, они как бы зацементировались. И это и есть так называемые конгломераты. Они разбросаны по всему оврагу и изучены учеными. Выглядит очень впечатляюще. Все путешествие у меня заняло где-то 3-4 часа, может быть, и довольно-таки в расслабленном темпе. То есть даже не спеша, вот так вот выехала я в 10, и уже, наверное, полвторого я была дома. То есть это совершенно недалеко от Гродно. Ну, сторона Восточного моста, если так сами понимаете, это очень близко. Можно даже подъехать было на машине, но вот я решила пройти таким живописным маршрутом. И вот здесь стоит табличка, что это геологический памятник природы, называется Принеманский, но потом его переименовали в Колодежный ров. И именно так вводить в интернет Колодежный ров для того, чтобы найти координаты. Потому что пройти вот так вот с рюкзаком, взять термос с горячим чаем или кофе и показать детям и объяснить, что вот этим породам 500 000 лет. Это все можно посмотреть, потрогать руками. Очень интересно. И вот эти камешки, кажется, что они такие как бы рыхлые, разбросанные, но когда ты трогаешь это все руками, это настолько зацементировано, настолько скреплено между собой, как цементным раствором, что ни один камешек невозможно даже сдвинуть с места. Но я, в общем-то, и не пыталась, потому что это памятник природы и действительно такая ценность. Так что, пожалуйста, если пойдете, не пытайтесь ничего оторвать. Во-первых, вам не удастся, а во-вторых, это, в общем-то, наше национальное достояние. И судя по тому, что здесь очень много тропок, конечно, ходят здесь часто. Но очень чисто. То есть за собой все, кто ходит, туристы смотрят, все убирают. Вот здесь, если потрогать, это очень плотно, плотно такой вот камешки плотно подогнанные один к другому. И вот эта вся глыба, которая, ну, высотой может метров 5-6, она стоит как бы на таких тоненьких основаниях, тоненьких ножках вот эти все глыбы. И кажется, что это все такое шаткое и может упасть, но на самом деле очень крепко. Ну, чтобы вы понимали, какой он огромный, вот рука. Потому что камера не передает, кажется, что он маленький. Он тут выше, ну вот на уровне камня я стою вот здесь. Считайте, вот рост человека это уровень ветки. И вот дальше. И вот там следующие валуны. Окаменелости. Не, ну конечно, смотрится очень величественно. Тут ничего не скажешь. Вот там даже какая-то дырка есть в одном. Надо пойти проверить, что там. Рукой я, конечно, залезть туда не рискну, но камеру я засунула посмотреть. Ну, видно, какой-то зверек тут живет иногда.
От самих валунов вы можете подняться вверх, именно там будет стоять табличка, что это памятник природы, охраняется государством, и вы ходите прямо на поверхность туда, где поле. В общем-то, довольно проблематично, подустала я как бы сильно, но это стоило того. Вот я уже стою на поле, и вот все эти верхушки деревьев, вот они смотрятся так, видите, отсюда, а вокруг ровное поле. Вот как на картинке, я сейчас прикреплю фотографию, фото я нашла в интернете, ставлю сюда для того, чтобы так намного легче будет понять, что представляет собой этот колодежный ров. Поле, а в поле именно такой пролом, где вот шел ледник и остались эти окаменелости, 500 000 лет которым. Но впечатляюще, вы знаете, и самим интересно посмотреть, и детям интересно показать, что у нас есть в природе, какая природа Беларуси, какие вот у нас, ну, чудеса, по-другому не скажешь. И уже отсюда, если со стороны поля, можно пройти через деревеньку, скорее всего, это дачный поселок, и можно пройти в сторону по дороге. Мы выйдем как раз к Восточному мосту отсюда. Ну, здесь какие-то дачи, поселок дачный. Что интересно, тоже вышло, а тут надпись «Welcome». Думаю, может, я уже в Америке. Все-таки вышла. Но оказалось нет. Вот такое путешествие выходного дня у меня получилось. Если понравилось, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, были здесь или планируете посетить. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.